Итак, переходим к этапу моделирования, к этапу формирования нашего объема. Значит, посмотреть на ваши варианты, которые были предоставлены мною, вам. В принципе, они, видите, имеют один тип, это понятно, одноэтажный, без особых переходов по высоте, да. То есть имеют такое довольно интересную формообразование, но довольно простое и кубическое. Поэтому, в принципе, для всех вариантов, кроме наверное, третьего варианта, его, в принципе, можно и не брать. Вот, есть другие варианты, их много. Значит, все остальные будут строиться по одному сценарию. Основной объем, может быть, кроме этого 9-го варианта, все остальные, видите, обычно одинаковые, похожи, да, будет формироваться по единому методу, который я сейчас буду показывать. Итак, переходим в нашу программу. Мы уже с этим поработали в предыдущей части. Все у нас теперь нормально. Что мы делаем далее? Вы можете выйти опять из полноэкранного режима, нажать Alt-W, выбрать окно перспективы, еще раз нажать Alt-W, отдалиться немножко, выбрать этот объект, plane, и немножко опустить его, да, то есть как это сделать, как что-то опустить, например, не переместить по какой-то горизонтальной плоскости, как мы сейчас с вами перемещали какие-то объекты, тот же самый plane, а именно как переместить по вертикали, по оси Z, да, Z у нас отвечает, ось Z у нас отвечает за перемещение по вертикальной оси Z. Итак, мы выбираем объект, понятно, у объекта есть этот так называемый pivot, который состоит из 3 осевых линий, 2 мы уже видели, 3 добавляется или на проекции перспектива, или на проекции фасад, то есть фронт, или left. Но тут на этих проекциях, видите, меняется немножко тут чуть-чуть по-другому. Это свои моменты. Значит, на проекции топ понятно, что x, y это горизонтальные оси, формирующие горизонтальную плоскость. А именно в перспективе мы видим все правильные наши оси. Синим цветом z, красным цветом y, точнее x, y у нас зеленым цветом. И мы можем перемещать таким образом. Значит, у нас есть pivot, так называемый, который состоит из этих осей, потом состоит из этих квадратиков, заштрихованных, когда мы подводим курсивом к этому, да, у нас он заштриховывается таким полупрозрачным, и у нас есть оси. Чтобы переместить сейчас объект вверх-вниз, нам достаточно подойти, то есть мы когда отдаляемся, видите, pivot, он как бы становится, может быть, не больше, но и не меньше, соответственно, да, то есть наоборот он увеличивается в зависимости, то есть он остается таким же неизменным, но, соответственно, он кажется как будто больше, потому что наш plane визуально становится меньше, да, а наш pivot этого плейна никуда не девается. Значит, мы подводим к оси, мы еще раз выбираем, потом курсив подводим к оси Z, он зажигается у нас желтым цветом, буковка Z у нас желтым цветом и вертикальная ось. И просто немножко вниз. Именно чуть-чуть вниз. Неважно, не сильно много. То есть на маленькое продвижение вниз. Для того, чтобы точно знать, насколько опустить. А лучше, наверное. Так, а теперь, чтобы точно опустить или поднять вверх элемент, и не только опустить и поднять, переместить, в принципе, по оси Y или по оси X. Нас сейчас интересует и ось Z. Для этого мы подводим курсив к инструменту Select and Move и нажимаем правой клавишей мыши. У нас будет такая возникать, скажем так, окно, где у нас будет 2 позиции, Absolute и Offset. Нас сейчас интересует, в принципе, и то, и другое, но вводить значение мы будем в параграфе Offset. И у нас есть ось Z, сейчас понятно, что все по нулям. Тут по нулям, потому что это элементы, которые переменные. То есть
мы переместили на какое-то значение в какую-то сторону, по какой-то оси. Все, оно переместилось, и потом опять численно вот тут вот, в этом параграфе, откинулось на 0. Зафиксировались реальные значения месторасположения нашего объекта в параграфе абсолют. То есть это абсолютные мировые значения, это значение смещения, периодического смещения, которое мы вводим. Ну, например, я хочу опустить этот плейн на 200 мм вниз. Мы вводим значение минус 200. Все, теперь значение опять перебросилось на 0, но реальное значение, да, нашего объекта сейчас минус 200. Тут какие-то значения 400 можно вот так вот, то есть тут по нулям. Соответственно, если мы по x, например, буду перемещать вздовж оси x, перемещать в какую-то сторону по оси x, да, и вводить, например, я хочу переместить на полметра. Ввожу здесь 500, оно опять откинулось на 0, но реально сейчас его координата, его значение от абсолютного нуля, да, центра системы координат, по оси x оно смещено на 500 мм. И так само по y не буду делать. Чтобы вернуть значение, я ввожу здесь 0 и нажимаю Enter. Так, все, теперь наш объект, он на минус 200 или минус 100, неважно какое значение, но повторяем за мной, минус 200. Все, это окно мы можем в принципе закрывать, можем не закрывать, оно активно в процессе нашего моделинга. Ну, можем закрыть, в принципе, чтобы нас не отвлекало. Так, переходим еще раз на вид топ, Alt-W, чтобы в полноэкранный режим. Все, дальше можем вот эту сетку, которая серую, да, видите, мы можем ее отключить, нажав клавишу G. Все. Теперь начинаем моделировать. В принципе, еще раз, то, что мы с вами смотрели, так как у всех варианты между собой имеют определенную схожесть там, на 80%, меняется только конфигурация плана. А принцип создания дверей, окон, их высоту и тому подобное, и вообще коробки остается похожим. Поэтому я, конечно же, ориентируюсь на свой вариант, но при этом понятно, что вы можете сделать у себя аналогично. Так, что мы делаем для этого? Переходим в вкладочку Create, вот там где плюсик, нажимаем. Переходим на Shapes. Мы работали, да, в вкладочкой Geometry, теперь нас интересует следующее значение, не значение, а параграф Shapes. Там будут находиться такие же примитивы, только 2D примитивы. То есть это готовые элементы, как вы поняли, да? В вкладке Geometry это Box, я могу быстренько, да, показать. То есть Box, понятно, Box, да? Там цилиндр, то есть это, допустим, F4, кстати, на клавиатуре это мы включаем-выключаем вот эту вот сетку, видите? Так, без сетки, а так сетка. Давайте сетку оставим, F4 на клавиатуре. Дальше, например, сфера, понятно, да? Тора, там вот этот чайничек, торус, чайничек, пирамида и так далее. Да? То есть это 3D объекты, примитивные 3D объекты, которые имеют там какие-то свои параметры и так далее. Да? Нас это, допустим, не интересует сейчас. Нас интересуют 2D элементы. Значит, переходим еще раз на плюсик, Alt-W, переходим в наш видовое окно. Выбираем примитивы, и нас тут интересует слово line. Line это линия, понятно, да? Значит, смысл чего, какой сейчас будет смысл, важный очень, да, тот, который будет у всех. Первое это то, что у нас как бы мы будем руководствоваться внешней линией нашего фасада, нашего дома точнее, да? Фасадов нашего дома. Но важный момент, то, что вы выбираете именно тот рендер, то есть обращайте внимание на ту картинку, которую вы будете рендерить. То есть вид ваш, да, вот из тех вариантов, которые вы сейчас видите, вы определяете, с какой стороны стоит как бы камера будущая, да, то есть вы, с какой стороны она стоит. И на какую сторону делать акцент. Конечно же, вы можете сделать все одинаково хорошо. Ну, то есть я имею в виду там окна, двери и так далее.
Но можно сделать только с той стороны, где будет попадать, то есть с той стороны, где будет стоять камера. То есть сейчас вот этот вид, который я буду рендерить, он у меня вот здесь вот. Давайте я сделаю таким образом. Вот таким образом. То есть у меня вот этот вот вариант, вот этот фасад. Вот, да. Я его повторяю один к одному, как у меня есть. Все остальное меня не интересует. То есть я могу там вот эти окна не делать с той стороны, потому что там камеры не будет, там ничего рендериться не будет. И достаточно просто глухая стенка. Вот тут вот уже с этой стороны и с этой стороны, потому что здесь я вижу, понятно, какие-то элементы. Я думаю, понятна идея, да? Так же самое у вас, вы смотрите, с какой стороны, то есть вы определяете, вы смотрите на план и понимаете, с какой стороны стоит, то есть я, например, смотрю на свой план и понимаю, что камера, вот, допустим, давайте камеру, да, стоит вот здесь вот. Поняли, да? То есть вот это моя камера, а вот этот фокус, то есть угол, ну, вот мое зрение, да, то есть я сейчас смотрю вот сюда вот, да. Вот, понятно, да? Поэтому обращаем на это, конечно же, внимание. После того, как мы выбрали, еще раз, да, вкладочка Create плюсик, потом Shapes, потом тут должно быть сплайны написаны. Все четко смотрите, проверяете, вопросов лишних не должно быть. И нажимаете на Line. Все, у нас тут Line. Сейчас мы его будем моделировать. Значит, мы можем, кстати, вот эту вот панель боковую, да, модификаторов, можем ее расширить. Мы подводим аккуратненько курсив сюда, и видите, такая вот возникает пиктограммка, две стрелочки в разные стороны. Когда вот у нас такое возникает, мы зажимаем левую клавишу мыши и немножко двигаем влево. И теперь у нас получается, кроме, в смысле, вместо одного вот этого окна, да, одной полоски, получается две. Это лучше, ну, потому что мы не будем листать. То есть это удобнее, как бы навигационно это удобнее, нежели в одну полоску. И критично меньше места вашему окну, то есть не критично для вашего вот этого видового окна такая вот настройка каким-то образом влияет. То есть все как бы нормально, да. Поэтому мы сделали такой как бы элемент, передвинули немножко сюда, да, вот, чуть-чуть можно еще. Все. Теперь, когда мы нажимаем, значит, еще раз выбираем Create, Shapes, нажимаем на Line. Когда мы нажали на Line, у нас он активен, да, у нас открылись какие-то настройки, да. В принципе, ничего трогать не нужно. Важно проверить, значит, параграф называется, вот это все можем скрыть. И у вас может быть открыт только параграф Creation Method. И вы должны проверить, чтобы при формировании этого метода у вас было включено corner, значит, Creation Method, Initial Type corner и Drag Type тоже corner, чтобы и там был corner. Это обязательно. Все. Вы проверите, то есть когда при активном уже инструменте Line у вас должны быть выставлены методы для правильного построения. И все. Не нажимая никакие клавиши пока что в viewport, только нажимая здесь, вы переходите уже в viewport. И там начинаете с какой-то точки формировать вот эту замкнутую линию. Начинаем формировать. Значит, перед тем, ну не перед тем, а, как сказать, еще один как бы важный, это не нюанс, а следующий как бы момент. После того, как вы, скажем так, будете проклацывать, да, кликать в точки, чтобы сделать нашу линию, мы должны настроить привязки. Это важно. Значит, можно нажать Inkscape, то есть выход. Привязки у нас находятся в параметрах в верхнем toolbar. Значит, и у нас тут есть, видите, там троечка. Если у вас может быть тройка, может быть 2,5 число, вот так вот, 2,5, может быть так. Может быть вообще 2, может быть 3. Объяснять я это не буду, это долго. Просто как бы делаем то, что, как я показываю, да. То есть вы, чтобы выбрать привязку, вы подводите курсив, зажимаете левой клавишей мыши, не отпуская, выбираете или 2, или 2,5, 3, выбираете 2,5, подвели курсив, после этого отпустили левую клавишу, у вас теперь есть привязка, и правый, и теперь еще раз подвели курсив правой клавишей,
нажимаете правой клавишей мышки, у вас возникает такое вот окно, в котором первый snaps привязки, да, у вас должна стоять галочка напротив vertex, обязательно, все остальное повыключать, только vertex. И следующая клавиша options, нажимаем на нее, и тут у вас должны вот такое вот то, что у меня здесь нарисовано, то, что написано точнее, галочки там, где у меня стоят, у вас должны стоять enable shapes angle constraints и enable axis constraints. То есть определенные как бы рамки. Ну, неважно. В общем, вот это все должно стоять. И тут значение 5. Angle 5 градусов, да, degrees. 5 degrees. Angle 5 degrees. Вот тут, вкладочка General. Все. После этого, когда вы это все выставили, нажали галочки, нажимаете, ну, просто закрываете. Теперь еще раз. У вас, чтобы была вообще привязка, у вас должна быть она активна таким вот голубеньким цветом. Это означает, что инструмент активен. Чтобы привязка была неактивна, вы можете нажать или на нее, или нажать на клавишу S. Вот видите, возле Snaps Toggle у нас клавиша вот эта вот, в скобочках буковка S. Это горячая клавиша. Мы нажимаем на клавиатуре, отключаем. Включаем, выключаем. Также можно нажимать курсивом. Сейчас пока привязка, ладно, пусть будет, нажимаем на S, все, привязка у нас сейчас активна. Еще раз, переходим теперь в правую сторону экрана, там, где у нас эти модификаторы. Еще раз, Create, Shapes, Spline, Line. Нажимаем на Line, проверяем еще раз, что были Corner, и начинаем кликать по внешней границе наших стен. По внешней границе, то есть делаем как бы будущее внешнее очертание нашего объема. Значит, нажимаем на первую точку. Вот у нас мы нажали, отпустили клавишу. Все. Видите, да? То есть у нас есть какая-то линия, у нас есть желтая точка. Это первая точка, да? И следующая точка, это там, где мы ее поставим. Дальше. Нам план нужен для того, чтобы не просто сделать вот эту вот криволинейность нашу, да, многообразность, но и прокликать там, где у нас есть окна. Это так мы поможем себе понимать, где у нас будут расположения будущих окон, оконных прорезей. Поэтому с зажатой клавишей Shift она у нас поможет нам сделать параллельно. Видите, когда не зажата клавиша, под любым углом. Мне неудобно, да? Мне нужно прямые линии. Чтобы прямую линию сделать, зажимаем клавишу Shift, зажимаем, не нажимаем, а зажимаем и кликаем вот тут вот. Точно здесь не будет, потому что здесь нету привязок. У нас это картинка, то есть это не DVG файл какой-то, это картинка. Поэтому еще раз зажатым Shift'ом кликаю. Могу Shift отпустить, могу зажимать его постоянно. Кликаем. Тут так же само. Тут так же само. Вот тут двери у нас есть. Тут. Мы сейчас только говорим про стены. Какие-то еще дополнительные линии, там какие-то пристройки, вот какие-то террасы. Нет. Мы только говорим про наш объем именно нашего здания, да. То есть всякие там крыльцо там и тому подобное, мы на это не обращаем внимания. Так, тут я прокликал, да, обозначил, где у меня вот будут окна. Дальше я вижу, что у меня тут какое-то углубление. Я его, конечно же, не игнорирую. Я ставлю точку тут, зажатым Shift'ом, тут у меня дверь. Дальше пошли. Так. То есть я один раз кликаю, один раз левой клавишей постоянно обозначаю, где у меня вот эта вот точка будет. Так, тут угол. Дальше я вам сказал, да, дальше у нас камеры там, мы там рендеры делать не будем, поэтому мы не учитываем, что там будут окна, там будет глухая стена. Все, у нас будет только один вид. Так, тут сюда и сюда. Все. То есть мы еще раз давайте. Так, далее у нас остается несколько точек, которые мы должны сделать.
Также момент, если мы неправильно какую-то точку сделали или что, мы нажимаем на Backspace. Тогда мы возвращаемся, видите, потом опять можем доделать. То есть неправильно, не в том точку, не в том месте сделали, вот, например, как-то так, что-то дернулось, не Delete, не что-то еще, а именно Backspace, мы возвращаемся, то есть каждое нажатие Backspace нас откидывает на одну точку назад. Так, тут есть, и дальше нам нужно, да, нашу следующую точку нажать там, где мы начинали. Мы подводим, так как у нас есть привязка обязательно, если нету, опять что-то отключили, то клавиша C, да, в моменте формирования вот этой вот нашей линии, конечно же, горячая клавиша активирует привязку или ее не активирует. Значит, у нас она сейчас активна, подвожу, и у меня, видите, оно сразу все как бы срабатывает. То есть оно привязывает мою точку, которую я еще не сделал, к той самой первой, вот этой желтой. Все подвожу, нажимая на нее, закрыть сплайн, close spline, yes. Все. И правой клавишей мышки по какому-то свободному полю. Все, у нас сделана линия, контур нашего будущего объема. Вот она у нас так выглядит, да? Поднимать не надо. Чтобы ее выделить или изолировать, мы можем нажать на Isolate Selection тут внизу. Эта панель у всех есть по умолчанию. Выбираем наш сплайн и Isolate. Вот у нас изолированный объект. Потом еще раз, или Alt-Q. Alt-Q изолирует объект. Изолированный объект нажимаем Alt-Q, он опять возвращает, чтобы все были видны объекты, да, это понятно. Так, дальше, какой следующий этап? Так, далее мы формируем высоту, то есть мы теперь должны как бы поднять высоту, экструдировать, да. Смотря опять же на ваши варианты, которые вы можете выбрать, в принципе, еще раз говорю, высота, ну, то есть она одноэтажная, понятно, без дополнительных каких-то объемов, формируем единожды. Но в некоторых объемах есть какие-то перепады, есть какая-то, ну, разница высот и тому подобное. Мы формируем самый высокий объем, который мы видим, да. Так как у нас фасадов нету, мы принимаем высоту, я думаю, что можно всем одинаково. То есть в районе, самую высокую, вот я смотрю опять же на примеры, 3600. То есть, если уже какие-то есть там, да, снижения по высоте, вот какие-то тут, туда, да, есть, ну, у меня же, понятно, есть, где-то оно присутствует, то это мы будем уже отминусовывать, то есть опускаться вниз от максимального значения. Максимальное, давайте еще раз, сколько я там говорил, будет, у всех будет 3600. Если у кого-то больше, у кого-то меньше, не страшно. Как бы сильно тут мы не ошибемся. У нас нету как бы особо второго света, может какой-то частично есть, но это как бы не второй свет, это просто увеличенная высота этажа или какой-то комнаты, да. У меня то же самое, то есть у меня нету второго этажа, это просто второй свет чуть-чуть выше, нежели этаж. То есть у меня, допустим, там не 3600, у меня, например, максимально будет там, не знаю, там 4500. Я буду уже отминусовываться от нее, да. У вас это 3600. То есть смотрите, как там у вас это получается. Но берем максимальную высоту. Что мы дальше делаем? Вот этот plane наш, в принципе, можем пока что скрыть. Как его скрыть, чтобы мы его не видели, а потом его опять вернуть? Мы нажимаем на plane, и тут вот там, где вот эта вот полоса, не полоса, а точно, ну, как бы окно, у нас есть такой глазик, да, напротив выбранного объекта, вот здесь, да. Мы на него нажимаем, и он как бы пропадает. Но он есть, конечно, в списке. Возле него опять глазик нажимаем, он опять включается. То есть это скрыть, это слой, да. Ну, не слой, это слой у нас как бы сейчас один, объект на дефолтном слое, да. Мы отжимаем вот это вот глазик, да. Он у нас не активен, визуально не активен, но в нашем вот файле он, конечно же, есть. Все. Выбираем теперь наш line. При выбранном лайне нашем идем возле вкладочки в Create. Есть вкладочка Modify. Нажимаем на нее. Дальше. У нас есть, там, да, написано line 001, у вас, скорее всего, тоже будет, или 003, там, ну, сколько вы там будете их делать, с какого раза и так далее. Значит, дальше у нас снизу идет Modify List.
Оно у всех будет одинаково называться. Нажимаем и ищем слово, позиция Extrude называется. То есть вот тут немножко вниз прокручиваемся по этим колесикам мышки и ищем слово Extrude. Нашли, нажимаем на него левой клавишей мышки. Сейчас как бы оно все как бы закрасилось, это ничего страшного, мы это можем потом удалить, хотя можем даже и не удалять, как раз можем и оставить. Так, дальше, после этого мы как бы нажали, у нас модификатор, это называется модификатор Extrude, накинулся сверху нашего лайна, да, и у нас есть вот этот вот amount, значение, то есть у нас есть вкладочка параметры, parameters, и нас интересует вкладочка amount. Она у нас и будет отвечать за высоту нашего объекта. То есть у нас она может быть, например, там в вашем случае 3600, в моем случае 4500. Вот. Теперь это у меня вот этот вот объем, основной объем, который по моей как бы, да, высоте, да, скажем так. По моей вот граничной вот этой вот 4500. То есть то, что серое, то, что из кирпича, это будет немножко меньше, я это опущу. Вот. Значит, далее. Дальше. После того, как мы сформировали общий габарит высоты, нам нужно сформировать, так как у нас есть горизонтальные линии, видите, все в линиях, еще раз, F4 на клавиатуре не включены неактивные грани, F4 включаем активные грани. Далее, у нас есть, скажем так, рисунок, да, то есть у нас эти два фасада, остальные у нас глухие, помните. У вас так же само. То есть вот то, что вот смотрите, какие у вас активные фасады будут на визуализации, то и с теми вы и работаете. Остальные вы можете игнорировать. Далее, значит, мы сформировали высоту, и есть высотные какие-то вот высотные, ну скажем так, не высотные, а границы, да, границы наших будущих окон и так далее. Теперь нам нужно вертикальные границы, теперь нам нужно сформировать горизонтальные, то есть как раз высоту вот этого самого окна, дверей и так далее. Значит, пока что, да, мы как бы сформируем линии, их количество, да, а потом мы разберемся, что за что будет отвечать. Значит, первая линия это у нас, пускай вот этот будет цоколь внизу, в моем случае, видите? Значит, какая-то будет высота. Ну, пока что пишем линия 1. Есть? Хорошо. Плюс. У нас есть высота подоконника. У кого-то она есть, у кого-то ее нету. У кого ее нету, значит не будет этой высоты. У кого-то она, ну еще раз, да, есть, вот где-то есть примеры с непанорамными окнами, да, где-то нет примеров и так далее. У кого-то подоконник повыше, у кого-то пониже, значит у меня высота есть подоконник, у кого-то, еще раз говорю, ее нету. Но она у меня есть, поэтому я еще одну линию. То есть теперь сейчас уже две линии. Третья линия горизонтальная у меня будет формировать граничную высоту наших окон. У меня она совпадает с элементами входной дверью, вот этой вот группой окон. Также совпадает с дверями с этой стороны фасада, но не совпадает с этой вот, скажем так, структурой. Но тут будет свое. Тут совпадает нижняя, да. Значит, что мы тут делаем? Мы делаем, значит, плюс одна линия. То есть у меня же теперь три горизонтальные линии, да. То есть цоколь, нижняя часть, верхняя часть подоконника, верхняя часть окна, дверей и тому подобное. Дальше, четвертая линия. Четвертая линия это у меня будет, скорее всего, вот этот вот элемент нависающий. У вас его не будет, то есть это вот какие-то такие вот элементы навесные, да, то есть это вот мой, вот этот вот перепад высот, то, что я формирую. Значит, это плюс одна линия, то есть уже 4. И следующая линия, то есть это четвертая, следующая линия, это у меня будет высота моего вот этого вот окна. Высота вот этого вот окна, ну, скажем так, панорамного, ну, это не панорамное окно, в общем, высокое.
по высоте, да, это будет пятая линия. То есть у меня будет 5 горизонтальных линий. И вот там, где сегменты в параметрах, да, нашего вот этого модификатора extrude, то тут сегменты я пишу число 5. И теперь он меня поделил на 5 линий, которые я между собой, понятно, распределю сейчас. Все, это у меня, в принципе, готово. Это у меня готово. Далее. Следующим этапом у меня формирование правильной высоты на глаз, но с определенными размерами, конечно же, которые я вам могу подсказать, вы можете аналогично сделать. Значит, от чего мы отталкиваемся? Наш вот этот вот объект, да, он находится сейчас, на высоте, которая равна нулю. То есть, понятно, да? То есть она находится в нулевой, нижней вот этой вот координате и так далее. То есть мы этот объект не поднимали, мы поднимали plane, опускали точнее. А line, он у нас был по умолчанию, то есть если мы сейчас правой клавишей нажмем по Select and Move, у нас вот это вот окно возникает, которое показывает, что абсолютно по Z 0. Это нас устраивает. Хорошо. Дальше. Следующее действие. Выбираем наш объект, нажимаем на переходим опять же, да, он у нас уже выбранный, он сразу активен, вот этот Modify вкладка. Сверху Modify мы ищем модификатор, который называется Edit Poly. Нашли, нажимаем на него. Тут много вкладок, конечно же, я объяснять это не буду все, то есть чисто для нашего дела. То есть то, что нас сейчас будет касаться. Значит, нас сейчас будет интересовать вкладки Selection и Edit Geometry. Пока все. Edit Poly Mode тоже. Значит, Selection и Edit Geometry еще одна вкладка, которая позже появится. Так, теперь нам нужно вот эти линии опустить, поднять на правильную высоту. В модификаторе Extrude это сделать нельзя. Оно поделилось на правильные, то есть оно 5 сегментов у нас сейчас на одинаковом расстоянии между собой. Нам это не подходит. Поэтому я сверху назначил модификатор Edit Poly. Я уже показал это, да? Далее действие. Какое дальше действие? Дальше вкладочка Selection. Мы нажимаем выбираем значение H. Не значение, а позицию H. Каждый объект имеет точки. Вот этот объект, он имеет у нас точки, линии, замкнутые линии, полигоны. Вот это полигон, то, что розовым таким цветом. И объект, это весь объект. То есть точки, вот точка, да? Вот у нас точка. Вот у нас линия. Вот у нас, сейчас у меня нету бордера, потому что это немножко в другом случае. Есть наш полигон и есть наш объект. Это полностью объект, все полигоны разом. Все. Это я сейчас объясняю, вам это делать, повторять за мной не надо. Это я сейчас объяснил. Повторяем далее. Для того, чтобы выбрать линии, ланцюжок линии, да, то есть первую нижнюю линию, которая будет формировать высоту вот этого цоколя, моего цоколя. У вас его может быть и не быть. У кого-то есть, у кого-то нету. То есть у кого-то есть, у кого-то нету. То есть, опять же, нету, значит пропускаем. Значит, у нас будет высота уже подоконника и так далее. Или высота, и так далее, вы поняли. Значит, выбираем в Selection не точки, а на следующую позицию, это Edge. Выбираем. Подводим чуть-чуть ближе к какой-то линии, следующей, вот самой нижней. Не вот этой вот, которая внизу-то понятно, мы ее не трогаем. Следующую. И когда мы подводим к нему вот курсив, он у нас таким прицелом, да, превращается в прицел, и 2 раза кликаем, 2 раза левой клавишей мыши, вместе так, бац, выстрелили. Все, теперь у нас такой вот ланцюжок. То есть нам надо выбрать не одну линию, а все. По вот этой вот горизонтальной плоскости, да. Еще раз. 2 раза кликаем. Быстро. Все. Значит, у нее сейчас высота от уровня, да, от уровня Земли, скажем так, от абсолютного нуля, на высоте 900 мм. Нам это сейчас не подходит.
высота должна быть, скорее всего, в высоту 2 ступеньки. Это 300 мм. Там, где 900, у нас сейчас включено вот это вот, да, включено отображение Move Transform Type. Еще раз, да, это правой клавишей мышки по Select and Move по инструменту на Toolbar. Включаем. Так, линии наши загорелись красным цветом. Они у нас имеют высоту от уровня 0 900 мм. Пишем, что это будет 300 мм. Все, видите, линия опустилась вниз. Все правильно. Теперь у нас это цоколь. Хорошо. Дальше у нас должна быть высота подоконника. Высота подоконника у нас обычно на высоте 800 мм. Перенимайте, что это 800 мм. Вот этой линии, следующей, да, которая идет на очереди, у нее должна быть высота 800, ну и плюс вот эти 300. Понятно, да? Потому что у нас как бы пол уже идет немножко выше, чем... То есть у нас уровень пола начинается вот с этой вот... Ну, отметка 0, да? Начинается вот с этой вот, то есть с верхней ступеньки. То есть высота подоконника будет 0 плюс 800. Будет равняется 800. Но у нас есть высота еще вот это вот внизу, поэтому мы приплюсовываем к 800 300. Будет сколько? 1100. Вместо 1800 пишем 1100. У вас будет свое значение. Это высота нашего подоконника. Теперь высота нашего окна. Высота окна в среднем, я так понимаю, где-то может быть, ну, 1500 пусть будет. Высота вот такого вот окна, как здесь. У вас это может быть опять же на глаз и так далее. Значит, 1500 высота окна. Значит, это что? 1500 высота окна плюс 1100. И будет, сколько это будет? Да, это будет у нас 2600. 2600 миллиметров. Высота вот этой вот линии, верхней границы окон, да, и дверей, будет на высоте от 0 на 2600, ну, как бы на высоте 2600. Поэтому выбираем вот эту линию. У нас, кстати, она почти. И пишем тут 2600. Все. Теперь эта линия у нас имеет такую вот высоту. Я немножко опустил, меньше сделал, на 200 мм вниз. Опустил, то есть вместо 2600 написал 2400. Все. Дальше у меня вот эта линия формировала высоту нашей вот этой вот, скажем так, окна, которая чуть больше, чем остальные окна, да. Ну, тут на глаз, тут не знаю сколько. Можно написать целое число, где-то вот так вот. Можно оставить 3600, можно 3700 сделать. То есть это как, понятно, получится. Можно немножко ниже. Можно действительно 3600 сделать. 3600, да? Все. Есть такая у нас история. Дальше. То есть мы сейчас с вами сделали нашу вот эту вот высоту будущих наших отверстий. Что делаем мы дальше? Следующий этап, нам нужно, скажем так, прорезать вот эти вот наши элементы, наши окна, двери, ну, сделать, то есть отверстие, реальное отверстие. Как мы это будем делать? И двери и окна мы будем делать по одному, скажем так, принципу, методу. Значит, мы берем, выбираем объект, понятно, да? Он у нас сразу, опять же, на Modify лист, ищем Edit поле еще раз и нажимаем еще раз на Edit поле. Это такой же модификатор, только будет уже со своей историей, да? С тем модификатором мы пока закончили. Значит, на этом модификаторе также само. Нас пока интересует вкладочка Selection. И вкладочки называется Selection, и выбираем полигоны. То есть четвертый вид. Не точки, не грани, а именно полигоны. Выбираем полигоны. Выбралось все, это понятно, это просто выбор. Мы можем по свободному полю левой клавишей клацнуть, чтобы ничего не выбиралось. То есть, чтобы было пока ничего не выбрано. Дальше. Для того, чтобы выбрать полигоны, которые мы будем что-то с ними сделать, надо сначала полигоны выбрать на одном фасаде. В принципе, можно на всех фасадах выбрать, да, все полигоны, которые
будут означать, что это двери, что это окна и так далее. То есть те полигоны, которые будут, ну скажем так, сейчас экструдироваться внутрь. Значит, дальше мы идем на панель инструментов, на Main Toolbar точнее, ищем пиктограммку закрашенного квадратика с курсивом, называется Select Object, нажимаем и начинаем с контролом выбирать объекты, которые у нас будут экструдироваться. Ну, то есть то, что у нас будет оконными проемами и дверными проемами. Так, выбираем зажатым контролом. Зажимаем контрол зажимаем и левой клавишей мыши клацаем те полигоны, еще раз говорю, которые будут окнами, дверями и так далее. Так, раз окно, два окно. Тут мы выбираем раз, два. Так, тут у нас будет, чтобы крутиться, опять же, при активном выделении мы можем, конечно же, использовать Alt и зажатую клавишу мышки. Так, тут у нас что? Окно раз, дверь есть, да? Тут у нас, в данном случае, у нас тут двери, поэтому выбираем, сейчас я по плану посмотрю. Так, тут выбираем зажатым контролом. Раз, два, три, четыре. Все. В принципе, мы выбрали все окна, двери, которые будут у нас. Да? Дальше что мы делаем? При выбранном, ничего не нажимая лишних клавиш, смотрим, что были активно выбраны наши полигоны. Мы идем в вкладочку Edit Polygons. Она у нас появляется после того, как мы что-то сделали с нашими этими. И у нас есть позиция Extrude. Нажимаем возле Extrude, вот такой вот есть квадратик, Settings. Нажимаем на Settings, и у нас есть значение выдавливания. Пишем, ну, у всех может быть одинаковое, например, 300 миллиметров. Оно выдавило, но не в ту сторону. Ничего страшного. Пишем минус 300. Теперь оно выдавливает в правильную сторону. Да? Если 300 много, можем написать, 300 это много, конечно, 150, например. Давайте 150 будет. Все. Окей. Можем выйти из выделения. Все, теперь у нас образовались оконные и дверные прорези. Ну, пока что ниши, но в дальнейшем будут прорези. Дальше что мы делаем? Мы можем, в принципе, не выходить из выбора, то есть, чтобы после Extrude оставались, опять же, выбранными. Мы можем это все отдетачить, то есть нам нужно будет, то есть мы исследуем дальше, да, вы делаете так же самое. Мы выбираем, значит, выбираем вот эти вот полигоны, или не выходим из выделения, ищем вкладочку Edit Geometry, там было Edit Polygons, а это именно Edit Geometry, и ищем слово Detach, и нажимаем на Settings, опять же, возле Detach. Нажимаем, тут у нас окно, где говорит, что будет создан отдельный объект. Мы отжимаем галочки, чтобы ничего тут не было активным, просто Object 001, галочек нету, и нажимаем на ОК. Теперь это два разных объекта. То есть это один объект, вот он, да, а это у нас совсем другой объект. Все. Можем, кстати, допустим, там эти объекты скрыть. Вот у нас есть коробка. Теперь, что мы делаем дальше? В данном случае у меня, например, вот этот цоколь, видите, цокольная серая часть, она немножко утоплена. Да, то есть у меня фасадная часть выпирает, а эта часть утоплена. Можем это тоже сделать. Можем, опять же, назначить новый, добавить новый модификатор с новой историей, то есть все остальное остается, добавляется новый. То есть если нам он не нужен, видите, мы отключаем и переходим на, ну, как слои в фотошопе, да. Значит, теперь нам нужно на новом модификаторе выбрать те объекты, которые будут экструдироваться внутрь. Выходим, да, то есть что мы делаем для этого? Накидываем сверху модификатор, Edit поле.
Потом Alt-W. Переходим в какую-то проекцию фронт. Нажали на окно, чтобы оно стало активным. Потом Alt-W. Если линии нет, еще раз F4, чтобы линии наши прорисовались. И выбираем Selection Polygons. И просто таким вот осторожным движением линии захвата выбираем нижние наши полигоны. Выбрали. И значит, после того мы можем выйти опять в перспективу. Это опять Alt-W, перспектива и еще раз Alt-W. Все, у нас выбрались вот эти вот полигоны. И дальше мы можем нажать в Edit Polygons, еще раз Extrude. Значит, высота, не высота, а глубина выдавливания может быть, например, минус 50. Тут немножко неправильно оно сработало. Тут нужно, вот видите, это числовое значение, а есть значение, каким методом оно вдавливается или выдавливается. И мы можем просто проклацать, не там, где стрелочка, а там, где вот значение, пиктограммка, видите, да, я курсивом. И вот до той степени, ну, я так понимаю, у всех должно быть именно как local normal. Вот такая пиктограммка, как прямоугольничек со стрелочкой вверх. И когда мы подводим, пишется слово local normal, видите. Все, это будет правильное значение нашего этого самого элемента. Все, нажимаем ОК. Окей, все. Есть. Так, далее. Далее нам нужно сформировать, доработать с этим объемом, который, видите, вот таким вот образом нависает. В моем случае, да. В моем случае, как я это сделаю? То есть, во-первых, убрать лишнее. Давайте сначала уберем лишнее, а потом... Значит, я скажу, что сразу, что вот эти вот верхние часть я удаляю, и нижнюю часть я тоже удаляю. Видите, да? То есть я просто выбираю полигон, то есть не крышки вот эти вот не нужны. Выбираю этот полигон и нижний полигон. Все. Теперь у меня все это работает. Ну, точнее, у меня его нету, да. Далее. Я понимаю, что мне вот эти вот полигоны, вот эти, они лишние, да. То есть, видите, тут же перепад должен быть. Я могу их удалить. Я их могу удалить. То есть, или так, например, сделать. Или я могу это сделать, например, на виде том же самом фронт. Опять же смотрю, это если повторяю мой вариант, да. Опять же смотрю, что конкретно я выбираю. Вот. Где-то так, опять же на глаз. Хорошо. И delete. Просто delete. Все. Итак, после того, как мы сформировали определенные детали, элементы, давайте займемся в данном случае. Покажу, как, например, можно что-то добавлять, убавлять, наращивать полигоны, скажем так, с пустого места, да. Значит, нам нужно соединить, то есть продолжить вот эту стенку туда, вглубь, да. То есть не так уже ее обрывочно оставлять, да, соответственно, продолжить ее туда куда-то, значит, и ее там где-то зафиксировать. Как мы это делаем? В данном случае, то есть у вас это тоже могут быть такие моменты, связаны с тем, что от полигона, от какой-то линии точнее, нам нужно нарастить еще полигон, да, то есть мы путем перемещения граней мы будем наращивать полигоны, да, то есть то, что нам нужно, потому что в конечном итоге нам нужны как бы полигоны, объемы, точнее плоскости, на которые мы будем назначать те же самые текстуры и тому подобное. Значит, выбираем грань, то есть идем еще раз на том же самом нашем слою Edit поле. Теперь мы переходим из выбора Edge, точнее из выбора полигон уровня, да, опускаемся на уровень Edge, выбираем вот эту вот грань, выбрали, и зажатым shift'ом мы начинаем двигать, как бы наращивая, как бы перемещая, тем же самым временем наращивая полигон дополнительный,
ну, в сторону, туда, куда нам нужно. Нам нужно в сторону, вот вглубь, да, то есть в глубину нашего здания, скажем так, да. Значит, как мы это можем сделать? Мы зажимаем зажатым shift'ом, не отпуская его, зажимаем левую клавишу мыши, тоже не отпуская ее, и передвигаю вот туда. Видите, у нас создался полигон новый путем как бы наращивания, ну, у нас нарастился полигон путем как бы перемещения линии, но за линией тянется, скажем так, плоскость, да. Так, тут мы куда-то вышли, тут можно оставить, можно, допустим, сделать более-менее правильно. Мы можем перейти на вид сверху, Alt-W. Тут мы можем F4 обязательно. Тут можем перейти на вид, то есть перейти с линии на точки. Видите, у нас выбрались точки. Выбираем таким самым способом эти же точки, они у нас отвечают. То есть эти точки сейчас лежат на линии, которую мы сейчас выдавливали. И с привязкой 2,5 мы привязываем, скажем так, вот эти вот точки к нужным нам линиям и тоже точкам, которые стоят в другом месте. И вот с привязкой у нас, да, 2,5 привязываем. Я хочу привязать мои точки выбранные к, например, вот этой вот зоне. Зачем? Я хочу, чтобы эти точки лежали как бы в одной плоскости. Да? Поэтому я указываю программе, зажатой клавишей, левой клавишей мыши, указываю, к какому элементу я хочу это все привязать. Указал, зеленым цветом оно зафиксировало, отпустил, все. Теперь вот эта грань у меня привязанная. То есть не грани, а точнее точки у меня привязаны к этим точкам. Ну, привязаны в плане, я говорю, имею в виду, что они лежат как бы в одной, ну, скажем так, плоскости X, Z, да, понимаете. Ну и теперь могу взять вот эти две линии, вот эту линию и вот эту линию, H, да, просто выбираю вот эти две напротив стоящие линии и ищу в Edit Edge слово Bridge, мост, да, нажимаю, и между ними они соединяются путем того, что между ними, скажем так, образуется тоже полигон. Так, с этим как бы понятно. И какой еще момент, опять же, те, кто, допустим, за мной повторяют, то есть повторяет объект, делает объект, который я сейчас демонстрирую, вы можете, скажем так, некоторые вещи дальнейшие не повторять, то есть, ну, только понятно, там, крышу, нижнюю часть, это мы сейчас с вами сделаем, это понятно. Но все остальное, например, сейчас я хочу показать, как сделать вот этот вот, скажем так, элемент, который нависает, да, то есть продолжение вот этого белого объема. Он довольно, ну, так, не могу сказать, что сложный, но есть на чем как бы поработать. Вот, поэтому вы можете просмотреть, не обязательно как бы его повторять. Но я покажу тех, кто захочет это все до конца, то сделать максимально похожим на объект. После этого мы перейдем уже к формированию наших окон. И в принципе, после формирования наших окон с основным объемом мы закончим. Разве что тоже момент есть. Я вижу сейчас по такому определенному масштабу, что, например, вот эти вот окна, они немножко выше, чем вот этот вот уровень. Визуально, да? Также я вижу, что, соответственно, сам основной объем тоже немножко выше. То есть нужно поднять. Как мы это сделаем? Очень все просто. Переходим из окна, да? Перспектива в окно, например, фронт. Мне подходит этот. Опять же, если не подходит вид какой-то, мы его можем поменять путем нажатия там, где у нас фронт, выбрать, что нам нужно.
топ, bottom, back, left, right и так далее. То есть подбираем виды, которые, с которыми нам удобнее будет работать. Итак, значит, я вижу, что объем, во-первых, высота окон выше, нежели я сделал, да. Как мы это делаем? Опять же, создаем новое edit поле, то есть при выбранном объекте нашем основном мы выбираем edit поле, выбираем точки, значит, selection, и vertex выбираем, да, то есть у нас сейчас обязательно, чтобы была вот такая активная штука, и выбранный закрашенным, да, и немножко поднимаем наверх. На какое значение я не знаю, правильно будет поднять. Можно опять же воспользоваться Select and Move правой кнопкой, посмотреть значение, да, у нас 3600, давайте 3800 будет. Может быть 4 есть. И теперь берем вот эти вот точки, самые верхние, да, которые у нас было 4500. У вас мы там говорили, да, 3600, например. Поднимаем на, например, давайте они будут на высоте 5 метров. Ну, в принципе, может быть. В принципе, может быть. Я думаю, что тут тоже еще нюанс. Можно поднять эти точки на 3800. Эти точки у нас будут 5400, например. Это много, 5200. Общая их высота. Тут будет у нас 4, тоже 200. Все. В принципе, что-то типа такого. Ну, вот это больше похоже на правду. Опять же, это как бы детализация, уточнение, это не то чтобы не обязательно, просто имею в виду, что это как бы определенное уточнение некоторых элементов. Так, это мы с вами сделали. Далее продолжаю я те нюансы, которые, опять же говорю, вы можете упустить. После этих нюансов мы продолжим заканчивать объем путем, то, что я говорил, да, мы сделаем с вами окна, оконные проемы, чтобы далее уже работать с моделью и накладывать на нее материалы, да. Я покажу, как это мы будем опять же делать. Итак, значит, у нас два нюанса есть. Значит, нависающая вот эта вот структура, и у нас еще есть тут вот у нас ниша, но она не продолжается абсолютно доверху, она заканчивается на уровне как раз высоты входных дверей. Поэтому тут сверху мы можем накинуть этот самый edit поле. И вот эти вот полигоны мы в принципе через это можем закрыть. Через Select Object можно эти полигоны выбрать зажатым Ctrl. Только аккуратно, да, то есть лишние полигоны не выдаляем. Еще раз. Аккуратненько, не спешим. Выбираем именно Select and Move. Select точнее, просто Select Object. Так, это мы удаляем. И выбираем вот эти вот два элемента через H. И то есть те, которые мы хотим соединить между собой, чтобы у них появились полигоны, да? Выбираем два напротив стоящие таких два элемента, грань, да, то есть поняли, раз грань, два грань, зажатым Ctrl. Так же самое, напротив такие же самые элементы, раз грань, два грань и бридж. Все, между ними у нас теперь как бы полигоны, да? Полигон точнее, или сколько их там, какое количество, неважно. То есть у нас теперь ниша идет до высоты наших проемов. И последний момент, это касательно нашего элемента нависающего, да. Как мы можем сделать? Понятно, что тут несколько, может быть, способов, но я думаю, что в принципе тут можно таким же самым способом, то есть мы берем же эти самые полигоны, выбираем те, которые хотим удалить, те, которые нам не нужны. Значит, тут в принципе так совпадает.
тут как бы да, только вот эта часть, она, конечно, выше. Поэтому что можно тут сделать? Можно выбрать, поэтому я говорю, что это довольно-таки такой сложный момент, более уже то, что я показывал, это все попроще, а это довольно сложный элемент, поэтому, опять же, если можете такое повторить, пожалуйста, если нет, то оставляем как есть. Так, выбрали грани вот таким образом, вот эти вот грани выбрали. Далее, правой клавишей по какому-то свободному полю находите, ну можно не тут, ладно, давайте не тут, значит выбрали элементы, выбрали грани, в Edit Edges, в нашем edit поле, да, ищем слово Connect, и возле него есть Settings, да, нажимаем на Settings, и у нас между ними, между этими вертикальными формируется горизонтальная, ну как бы ланцюжок линий, да, нажимаем ОК. У нас есть линия какая-то. Мы ничего не нажимая лишних клавиш, выбираем инструмент Select and Move, без привязки, отключаем, да, S на клавиатуре, опускаем немножко вниз, на глаз, тут уже без каких-то этих, опускаем вниз, вот таким образом. Все, зачем мы это сделали? Для того, чтобы когда будем выбирать полигоны, да, через Select, зажатым Ctrl, то у нас будут выбираться полигоны, ну, во-первых, те, которые нужны, и с теми правильными расстояниями и так далее. То есть мы как бы сделали определенные рамки выбора правильные, да. Ну и все. Мы можем удалить их, так, и выбираем вот эти грани, дальше, да. Нажимаем Select and Move и также само наращиваем зажатым shift'ом. Зажимаем Shift не отпуская и зажимаем левую клавишу мыши тоже не отпуская. Когда мы дошли до какого-то момента, уже отпустили, все, у нас есть сформированная такая вот как бы база. Дальше идем сюда. Тут мы переходим на линию, точнее на Selection Vertex. Выбираем вот эти вот точки, вот они, да, и привязываем к точкам вот этим вот этих, до вот этих точек, то, что я сейчас показываю, да, их тоже 3. Привязываю не в плане их, перемещаю в место, где они сейчас стоят, а также самое делаю на одном как бы уровне, да, на одном уровне, параллельном уровне. Включаю опять привязку и привязываюсь вот сюда, вот таким способом. Видите, да, теперь эти точки, они параллельны. И теперь, когда я выбираю вот эти вот грани, так, сейчас вот эти грани выбираю, Bridge, тут и тут тоже Bridge выбрал. Все. Вот такой элемент. А та дырка, которая у нас сейчас получается, это можно перейти на выбор Border как раз. При выбранном бордере выбрать, ну, подвести какой-то грани, и у нас, видите, сразу отмечается замкнутая линия. То есть бордер это как бы замкнутая линия. Эджи, они не имеют замкнутых элементов, то есть они могут быть разомкнуты. А бордеры обязательно должны быть замкнуты. Соответственно, это какие-то, ну, такие вот дырки. И чтобы ее заполнить, мы идем в параметр Edit Borders и слово Cap. Все. И вот таким образом мы как бы залили вот эту нашу, скажем так, плоскость. Если она такая черная, это визуально мы можем сейчас зайти в стандарт, Active Viewport Settings, и там где Default, тут, да, стандарт, Active Viewport Settings, и там где Lighting and Shadows, Default Lights, выбрать не One Default Light, а Two Default Lights. И все, и крестик нажать, все. Вот такие вот у нас вышли элементы. Итак, мы просмотрели основную часть
того, как создать наш основной объем. Да? Так же самое давайте я переключусь на H-Face, я переключусь на Clay. Так вот лучше будет видно. Тут хорошо светотень работает и так далее. Значит, вот у нас наш объект, то есть в принципе он похож на то, что мы с вами делаем. Так, далее мы говорили, что я покажу сейчас, как, например, мы сделаем наши окна. Тут еще нюанс такой, видите, тут маленькое такое окошко. Это окошко немножко побольше. Получается, как сделать, чтобы было похоже, как на оригинале. Во-первых, как было до этого, да, было так, стало так. Затем можно на этом же самом слое или на каком-то слое, который у вас есть, если вы не делали то, что я сейчас усложнил определенным, более детализированным сделал. Да? Значит, тут просто можно таким образом поднять полигон, то есть выбрать полигон, вот этот вот, который мы будем поднимать, и его поднять. Опять же, можно воспользоваться точной привязкой по размерам, то есть задать, например, 1500 давайте, да, подоконник, 1600, похоже, да, 1600, все, мы вот подняли его на нашу правильную высоту. Так, далее, у нас есть объект, который мы пока что скрыли, называется Object 001, у вас, может быть, тоже так будет называться или как-то по-другому. Он у нас, этот объект был, этот объект мы отдетачили, когда мы сделали наши окна. Значит, они нам сейчас нужны, мы будем делать несколько таких не очень сложных, пару элементов, которые нам помогут сделать оконную раму и стекло. Нам ничего такого особенно сложного не нужно. То есть оконная рама и наше стекло. Так, далее, что мы делаем? Во-первых, тут немножко есть неопределенные неточности, но это потому, что я модель немного менял. Но, во-первых, это окно, оно теперь меньше размером. Я могу видите, да, то есть у меня отдетаченный элемент этого окна немного больше, нежели само уже окно с измененными габаритами. Это не страшно, то есть я могу выбрать на каком-то виде, например, фронте, нажать клавишу F3, у меня переход из Shades або Faced в формат такой, проволочный формат. F3 снова переводит на Face, F3 Warframe, и так далее. Значит, тут у нас что можем сделать? Мы можем вот эти вот точки приподнять. Или опять же задать им такую же самую высоту, как мы только что поднимали это окно. 1600 было, да? Все, теперь эти точки на своем месте. И тут, скорее всего, у вас этого не будет, если вы не делали то, что я сделал предыдущие 10-15 минут назад. Это я изменил определенно, да? Некоторые объемные вещи с нашим домом. У вас, скорее всего, таких моментов не будет. Если будет, значит мы также само выбираем вот эти вот точки, можем их выбрать в перспективе и выйти в наш режим, не режим, а отображение фронт, да, и приподнять уже с привязкой, нажимая S, привязаться к этим линиям. Почему? Потому что это у нас то есть формирование габарита нашего, да, окон. Так, далее. Далее нам нужно сформировать наши оконные проемы. Оконные и дверные, то есть мы будем делать все как бы одним махом. Кроме, скорее всего, вот этой вот входной двери, она у нас будет, видите, она глухая, поэтому будет просто один материал. Мы не будем с ней ничего делать, то есть мы ее оставим в покое, как она есть, то есть мы ее не будем задействовать никак. Мы будем задействовать, соответственно, конечно же, это окно, вот, и остальные окна, двери. Значит, мы можем выйти в изоляцию, то есть изолировать этот объект, Alt-Q нажимаем, и мы изолировали полностью, скажем так, из всей сцены изолировали выбранный объект.
Еще раз нажимаем Alt-Q, возвращаемся опять во всю сцену. Еще раз Alt-Q, и мы изолируем. Так, что нам нужно сделать? Ну, в данном случае, то есть, смотря там на ваши примеры, у вас довольно простые, там, понятно, окна, двери. Вот, соответственно, то есть просто оконные рамы и стекла. Я тут хочу немножко сейчас усложнить в плане того, что у меня здесь есть средник, который не является как бы оконной рамой, ну или может являться какой-то перемычкой. Вот, то есть я могу это тоже опять же повторить. Значит, как я буду это делать? Ну, например, пока что возьму за основу как бы этот элемент. Я могу линию, да, то есть мне нужно создать две линии, которые будут формировать высоту вот этой вот перемычки. Значит, одну я на глаз, все на глаз, тут точность, тут же у нас фасада нету. Так, одна линия есть, где же найти вторую? Нам, чтобы создать горизонтальную линию, нам нужно выбрать как бы такие линии, между которыми как раз и будет создана такая вот горизонтальная линия. Поэтому выбираем вот эти две линии, идем в Edit Edges, да, то есть у нас опять же активный, да, то есть мы нажимаем на Edge, обязательно проверяйте, то есть мы не можем ничего сделать, пока не выбранный какой-то подобъект. Называется подобъект. Подобъект точка, то есть основной у нас, конечно же, мы ничего не видим, да, когда у нас ничего не выбрано, обычно объект и все. Но когда мы, но в то же самое время мы можем это исправить путем выбрать подобъектные элементы, да, субобъекты называется. Меня сейчас интересуют Edges, поэтому я нажимаю на Edge, выбираю вот эти две вертикальные, или так, или через Connect в Edit Edges в самом Edit поле. Тут я советую сверху накинуть Edit поле, модификатор. Еще раз выбрать Edge, они у нас выбраны, оно как бы сохраняет выбор. Connect возле него Settings, и видите, он создает одну горизонтальную линию. Нажимаем ОК, галочку, и теперь мы ее можем поднять на какую-то там высоту. Вот, например, такую вот высоту. Так, далее. Тут, в принципе, все понятно. Тут у нас остается вот эти линии, например. Вот эти линии. Я их могу вообще удалить, они мне здесь, в принципе, не нужны. Эти линии я удаляю через Ctrl Backspace. Обязательно Ctrl Backspace. Удаляются не просто линии, а еще и точки, которые там могли бы быть. Далее. Так, на плане я смотрел, что у меня по плану, да, там как бы двойные у меня двери, да, двухстворчатые. Тут одностворчатые, тут двухстворчатые. Это я могу сделать с помощью, опять же, выбора. Чтобы сделать одну вертикальную, нужно выбрать две горизонтальные, да, в данном случае. И правой кнопкой так же самое, правой кнопкой найдя слово Connect возле него Settings, или Edit Edges, Connect Settings, и по одной линии, тут ничего перемещать не будем, они будут посередине, окей. Так, есть такой момент. Эти двери у нас однопольные, мы их трогать не будем, у них ничего такого нету. Ну и в принципе все. Тут в виде деталировки я могу немножко экструдировать этот момент, чуть-чуть, там буквально на 50 миллиметров. Это мой случай, то есть у вас этого может быть и не быть. Так. Все, теперь как мы сделаем окна, да, то есть у нас какие-то есть прямоугольнички, есть какие-то полигоны, да. Теперь как мы сделаем окна. Значит, выбираем, можем сверху накинуть еще один Edit поле. Выбираем эти самые обязательно, да, то есть мы накинули сверху, то есть выбрали еще раз объект, там, линии, все мы это с вами сделали, все хорошо. Теперь выбираем полигоны, то есть следуем четким таким вот моментом. Еще момент, да, смотрите, забыл, видите, сказать. Так, у кого-то, например, окна могут быть не такие прям прямоугольнички, то есть могут быть какие-то импосты, вот я, например, вот здесь, сюда вертикальные какие-то элементы, то есть ставни, фрамуги, точнее не ставни, а фрамуги какие-то вертикальные, горизонтальные, да. У меня здесь, например, есть. Здесь у меня есть боковая фрамуга, да. Здесь чистое окно, здесь, например, тоже вертикальные элементы имеются, да. Поэтому как раз это мы тоже можем сделать с помощью линий. Опять же выбираем две горизонтальные, чтобы сделать одну вертикальную. Connect, я так буду делать, да. Нажимаем ОК, и эту линию, ничего лишнего не клацая,
Если клацнули, то выбираем еще раз ее и перемещаем немножко в сторону. Вот так вот, тоже опять же на глаз. Так, тут у меня ничего. Вот тут у меня есть, да, вертикально эти два элемента. Выбираю все вот эти вот горизонтальные линии, чтобы сделать вертикальные. Connect или тут Connect, да. Окей. И перемешаю немножко в сторону. Вот так вот. Сильно вот так вот. Все. Теперь у меня готовы все линии, с которыми я далее могу работать. Дальше. Выбираю полигоны. Уровень полигонов, да. И выбираю полигоны, с которыми я сейчас буду работать. Это, в принципе, все двери, кроме вот этой вот однопольной моей, да. Так, выбираю раз полигон, два полигон. Вот этот вот средник, перемычку точнее, мы не трогаем. Она остается как есть. Это, вот эти вот все полигоны выбираю. Вот это окно и вот это маленькое окно. Все. Сейчас я выбрал то, что есть. Далее, чтобы сформировать толщину рамы и других элементов, нам нужно, после того, как мы выбрали полигоны, в вкладочке Edit Polygons, да, вот, при выбранном полигоне, модификатор, полигон, есть Edit Polygons, такой параграф. У нас есть слово Inset. Возле Inset опять же тот же самый Settings. Нажимаем напротив Inset Settings. Тут мы вписываем как бы толщину вот этой вот рамы. Ну, например, 60 мм. У всех может быть 60 мм, ну, может 60 многовато, 50. Может быть 50 многовато, 40. Хотя, в принципе, может быть. Ну, хорошо, давайте 40. 40. Дальше. Смотрите, тут у нас получается, что Inset у нас работает только как бы по прямоугольнику. А мне нужно так, чтобы еще, ну, скажем так, вот здесь вот был наш средник, да. Не средник, а вертикально какая-то там, да, разделение. Здесь, допустим, чистое окно, здесь все остается. Например, здесь то же самое, да. Видите, оно не отступает от этой вот линии, которую мы только что делали. Тут вот эти двупольные двери то же самое. Для этого у нас есть верхняя позиция, то есть тут числовая позиция, а тут сверху тип, скажем так, аутлайна, да. Мы просто начинаем клацать. Ну, вот один раз клацнули левой клавишей мышки, да. О, так, хорошо. То есть тут два есть, by polygon и group. Нам нужно by polygon, вот это наш inset. Вот такая пиктограммка, видите? 4 квадратика, один закрашенный. Все. Если 40, например, много, можно 30. Можно там, ну давайте 40 пусть будет. Все. Сделали мы с вами, нажали галочку. Все, теперь у нас можем пока не выходить. Вот у нас есть смещение, да, то есть у нас утворилось новые, сформировались новые полигоны. Что мы делаем дальше? Дальше мы можем, несколько действий будет. Вот эти вот смещенные полигоны в середину, да, мы можем их опять же отдетачить. Это у нас будет стекло. Да? Значит, мы при выбранных вот этих полигонов, мы их, видите, то есть если мы их опять так сделали, значит опять выбираем через Select, начинаем выбирать именно вот эти вот, которые в середине находятся, да, полигоны именно. Выбираем таким вот образом, да, и идем в Edit Geometry и нажимаем напротив Settings, напротив Detach, опять же тот же самый Settings, нажимаем. Можем подписать, что это будет, например, стекло, да, glass, то есть это glass. Все. Теперь это опять же один отдельный элемент, то есть есть рама, мы можем подписать, что это рама. Значит, вот это вот у нас рама, а вот это у нас большие элементы, это у нас стекла будет, это у нас рама. Хорошо. Далее, что мы делаем? Далее выбираем нашу раму, и мы хотим сделать ей толщину. Давайте выйдем. Ну да, хотим сделать толщину ей. То есть понятно, да, что у рамы есть какая-то толщина. Ну, например, там, не знаю, там тоже 40-50 миллиметров. Значит, выбираем именно объект, который мы назвали сейчас рама, и тот объект, который как бы похож на раму, то есть не стекло. Выбираем его. Опять идем в Modify, да, вкладочка Modify List и ищем модификатор, называется Shell. Прокручиваем вниз немножко Shell. Этот модификатор, он делает нам толщину.
нас интересует только два параметра: inner amount и outer amount. Тут мы можем сделать пополам. Внутрь как бы выдавливание, то есть наружу и внутрь. По 20 миллиметров. 20 тут, 20 тут. И внизу, там где straighten corners, вы можете нажать галочку. На всякий случай. Все. Вот у нас, видите, рама имеет свою какую-то толщину. Теперь так же самое можно сделать со стеклом. Выбираем наш глаз. Идем, опять же, Modify List, опять Shell. Тут не 20, конечно, миллиметров, стекло, но оно не толстое, да, то есть оно может быть там 10 миллиметров. Вот по 5 миллиметров в одну сторону и в другую сторону. То есть стекло будет иметь какую-то толщину правильную, ну вот с такими вот параметрами. Так, теперь Alt-Q нажимаем, да, выходим из выбора. Все, у нас есть рамы, у нас есть стекла. Мы можем, например, если, ну, опять же, ладно, это не будем вдаваться в какие-то там подробности, то есть это нас устраивает. Давайте переключимся, хотя тут у нас будет все в одну текстуру пока что, да. Потом мы с текстурой познакомимся, там тоже не будет ничего сложного. Как бы ситуация будет повторяться у меня, у вас одинаково. Так, в принципе все по такому формированию, да, то есть нам остается сделать только как бы крышу. Крышу, опять же, простым способом. Мы выбираем наш объект, да, тут у нас есть, ну, какой-то модификатор, да, edit поле, ну, я имею в виду не какой-то, edit поле модификатор, то есть идем Modify, да, edit поле, в вкладочке Selection выбираем уровень Border, потом выбираем вот этот вот border, который замкнутый сверху, да, и нажимаем Cap. Есть, да? И так же самое здесь. Ну, здесь немножко будет, наверное, не так, хотя тоже можно нажать Cap. Можно нажать Cap. Вот у нас такая вот получился такой объем. Очень примитивный, ну, в принципе, конечно же, повторяя то, что есть у нас. Без, конечно, там детализации водостоков и так далее. То есть, в принципе, рабочая модель. Следующий этап – это текстурирование этой самой модели. Мы сначала наложим текстуры, те, которые мы можем видеть, да, на примерах. У вас тут есть. Я так подобрал, чтобы показать текстуру того же самого дерева, вертикальных реек, там, кирпича и белой штукатурки. В принципе, у многих это повторяется. У кого-то только штукатурка, у кого-то есть другие материалы. Но большинство я подбирал так, что были разные материалы. И мы сейчас рассмотрим с вами, как на одну модель, low-poly модель, да, наложить разные материалы. Это довольно интересно, ну и не тяжело.